Эй, мужчина! А я знаю, что ты мужчина, потому что у нас 2% женской аудитории. Ты сейчас находишься на лучшем техническом канале компании «АвтоСтронг». У нас 100 тысяч наименований запчастей, которые ждут тебя на нашем складе. Мы утеплились к зиме и подготовили вам самый горячий мотор в комментариях. Итак, встречаем 1.9 DCi. Двигатель F9Q появился в 1997 году на Renault Megane. Это был первый французский дизель с непосредственным впрыском. Затем в 1999 году его оснастили системой Common Rail от Bosch. С системой Common Rail от Bosch этот мотор стал на 25 лошадиных сил мощнее. Вообще эти моторы развивают от 102 до 130 лошадиных сил. Моторы от 120 до 130 лошадиных сил оборудуются турбиной с изменяемой геометрией. И у нас как раз такой двигатель с турбиной с изменяемой геометрией с пробегом 120 тысяч километров 2005 года. Двигатель 1.9 DCi обычно радует своих владельцев, но существуют также и поломки. И как обычно мы разберем самые характерные и важные из них. Двигатель 1.9 DCi может не заводиться из-за датчика положения коленвала, то есть обрыва его проводки, либо загрязнения контактов. Также двигатель 1.9 DCi может не заводиться из-за неисправности регулятора давления топлива. Также этот двигатель может не заводиться из-за того, что ключ-карта отвязалась от иммобилайзера, и также из-за перегоревшего предохранителя, который защищает блок управления. Если двигатель 1.9 DCi не тянет, то едем на диагностику. Там выявят, что скорее всего вышел из строя расходомер, либо же проблема в турбине. Турбина может быть изношена, либо глючит клапан, управляющий ее производительностью. Вообще этот клапан очень интересный, потому что давление турбины можно отрегулировать просто механически. Дурацкая особенность этого двигателя – это щуп, который находится в пробке маслозаливной горловины. То есть, как только вы залили масло, вы никак не проверите его уровень, потому что постоянно щуп будет в масле. Здесь же находится маслоотделитель системы вентиляции картерных газов. Он очень плохо справляется со своей работой, и поэтому масло постоянно находится во впуске. Чтобы избежать этой проблемы, люди ставят второй маслоотделитель, сделанный своими руками. А вот если в трубочке, которая соединяет маслоотделитель и впускной патрубок, скопится конденсат, зимой он замерзнет, система закупорится, и угадайте, что выйдет из строя? Правильно, турбина. Тут все очень просто. Картерные газы подпирают слив масла, нарушается смазка турбины, и вал может просто заклинить. При проблемах системы вентиляции картерных газов масло через все уплотнения турбины будет просачиваться в ее турбинную и компрессорную часть. Таким образом, избыток масла в выпускном коллекторе приведет к тому, что двигатель 1.9 DCi просто пойдет в разнос. То есть масло, всасываемое в цилиндры вместе с воздухом, будет гореть как топливо, без какого-либо регулирования. Обороты подскочат до запредельных, и двигатель просто развалится изнутри. В принципе, турбины на моторах F9Q надежные. Ставились Garrett и KKK, но они очень сильно страдают из-за хренового обслуживания. То есть, если вы не часто меняете воздушный фильтр, то частички, которые попадают в турбину, буквально бомбардируют крыльчатку компрессора. Ну а если вы окончательно хотите прикончить вал турбины, то просто перейдите на минеральное либо полусинтетическое масло. Кроме того, турбина может выйти из строя из-за масляного голодания. После того, как турбина вышла из строя, обязательно надо сделать ее дефектовку, чтобы понять, от чего она померла. Если на валу обнаружится посинение, то это следствие того, что турбина работала на сухую. А как мы знаем, на сухую это плохо. То есть было масляное голодание, и вот в этом случае, кроме турбины, вам придется поменять еще и маслонасос. Кстати, наша турбина без посторонних люфтов и сухая. Такую турбину и многие другие вы можете купить быстро и выгодно в компании «АвтоСтронг». Заклинивание клапана EGR от сажи и маслянистых отложений приводит к нарушениям в смеси образований и сопутствующим проблемам.
А именно черный дым, увеличение расхода и падение мощности. Кстати, здесь мы видим обильные отложения, что присуще почти всем дизелям. Система Common Rail от Bosch весьма надежна, но проблемы все же случаются. Может выйти из строя насос подкачки, который находится на правом подкрылке, но мы его сегодня вам не покажем, потому что кузов остался в Европе. Также может выйти из строя реле включения насоса подкачки. Исправный насос подкачки жужжит при включении зажигания. Неисправный, естественно, не жужжит и мотор не заводится. Форсунки на этом моторе надежные, ремонтопригодные, но при использовании некачественной солярки и при очень больших пробегах они начинают лить топливо. Если форсунки льют много топлива, то можно столкнуться с разжижением масла либо прогоранием одного из поршней. В приводе ГРМ нет ничего необычного, приводится зубчатым ремнем, обрыв которого может просто прикончить двигатель. ТНВД Bosch CP1 весьма надежен. При больших пробегах возникает течь солярки. В этом случае уплотнительные колечки меняются ремкомплектом. Регулятор давления топлива может засоряться. В этом случае двигатель подтупливает, глохнет при езде, либо же не заводится. И все эти неполадки происходят бессистемно. Они то есть, то нету. В этом случае можно поменять его на новый, либо снять и прочистить. Конструкция головки блока в двигателе 1.9 DCi архаичная. Один распредвал, два клапана на цилиндр и тепловые зазоры регулируются толкателями-стаканчиками. Видно, что на этом экземпляре масло меняли не часто, но распредвал пережил это отлично. Износ на кулачках отсутствует. Это как раз тот случай, когда пробег абсолютно не соответствует состоянию мотора. Масло здесь, походу, вообще не меняли. А в камеры сгорания, скорее всего, попадал антифриз, выкипал и оставлял вот такой художественный налет. Ну а хон у нас на двоечку, задиров нет, и он еле просматривается. Такого мы еще никогда не видели. Сложно представить, сколько тысяч километров в этом моторе не меняли масло. Мало того, что здесь все закоксовано, так еще какая-то хрень в маслозаборнике.
Маслонасос на двигателе 1.9 DCI не очень надежный. Возникает выработка между валом масляного насоса и корпусом, и тогда часть нагнетаемого масла просто стекает в поддон. Также, если стружка от вкладышей попадает в масло, то тогда возникает выработка на шестернях маслонасоса. Также из-за этой стружки может заклинить в открытом положении редукционный клапан, и тогда масло перестанет направляться к точкам смазки. Ну и, как понимаете, в этом случае страдают все пары трения и турбина. Из-за выработки редукционный клапан может заклинить в закрытом положении. Это обычно происходит при заглушенном двигателе. Если двигатель завести, то давление масла просто выдавит масляный фильтр, и тогда масло все вытечет наружу. Вот наш маслонасос, вот это приводной вал, вот это корпус. Именно здесь возникает вот эта проблема. То есть отсюда масло начинает течь обратно в поддон. Поршни, на удивление, в нормальном состоянии, компрессионные кольца даже подвижны, а маслосъемное кольцо из-за масла, которое превратилось в мазут, не может вернуться к себе обратно в канавку, потому что там забито все мазутом. Вкладыши на этом моторе проблемные. При их износе стружка разносится по всему мотору, и тогда уже начинаются более глобальные проблемы. Это поршень с первого цилиндра, и как раз таки его вкладыши изнашиваются первыми, и они запускают вот эту глобальную проблему. Даже несмотря на ту жесть, которую мы видели в моторе, износ этих вкладышей абсолютно соответствует его пробегу. А вообще специалисты советуют на моторе 1.9 DCI проверять состояние вкладышей каждые 100 тысяч километров для того, чтобы не попасть на большие деньги. И даже несмотря на всю жесть, творящуюся по маслу в этом моторе, коленвал у нас визуально без замечаний. Разборка закончена, и сегодня по вашим многочисленным просьбам мы разобрали очень популярный мотор 1.9 DCI. Этот нетоварный экземпляр послужил отличным учебно-методическим пособием для того, чтобы мы рассказали вам про все нюансы и проблемы данного двигателя. При таком состоянии мазута, потому что моторным маслом вот это назвать очень сложно, мы практически не обнаружили износа. Единственное, что вызвало вопрос, это хон, который у нас был на двоечку. Обязательно подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео, смотрите разборки других моторов, смотрите наш проект eBit Крашен, заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт, звоните, покупайте у нас только отличные запчасти, и помните, с вами была компания автостронг.